Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня мы продемонстрируем вам проведение игольчатой миографии. Для этого мы будем использовать прибор NeuroMVP Micro и программу neuromvp.net. Для начала нам необходимо будет заполнить карточку нового пациента. Для этого мы можем воспользоваться обычной мышкой и нажать соответствующую кнопку на экране. Ну а сейчас я буду демонстрировать вам это все на примере нашего прибора, у которого на передней панели есть функциональная клавиатура. Для того, чтобы заполнить карточку пациента, мы с вами нажимаем кнопочку F2 на блоке. На экране у нас появляется карточка пациента, которую мы с вами заполняем. Заполнили фамилию, имя, отчество, выбрали пол, обязательно заполнили дату рождения, число, месяц, год рождения. 24 ноября 1988. Потому что эти параметры будут учитываться в нормативной базе. И рост. 181 сантиметр. 181, потому что вдруг нам потребуется проводить какие-то дополнительные методики. Но сегодня мы пока ограничимся только игольчатой миографией. Все. Если необходимо, вы заполняете остальные графы и строчки, которые здесь есть. Не забывайте, что на закладке дополнительно также есть информация, которая вам может быть полезна. Вот. Ну а в рамках нашей демонстрации на сегодня нам этого будет достаточно. Нажимаем кнопку ОК, либо то же самое можно нажать непосредственно на функциональной клавиатуре. Заходим в окно «Клиническое состояние», которое, как правило, мы с вами здесь не заполняем. И переходим непосредственно сразу к методике. На панели быстрого запуска вот здесь вот у нас присутствует кнопка с запуском нашей методики КО-ЭМГ, так называемая. Открываем ее. Обратите внимание, здесь нам сразу предлагается выбрать шаблон. Для демонстрации, естественно, в каждом конкретном случае вы выбираете те мышцы, которые необходимы в зависимости от того, с чем пришел пациент, на что жалуется, что есть направление, либо с учетом ваших знаний. Сейчас для демонстрации я выберу мышцу дельтовидную. С какой стороны? Справа. И здесь мы с вами видим на экране как раз вот эту вот методику КО-ЭМГ, которая в себя включает спонтанную активность, методику интерференционного паттерна оценки и ПДЕ. Ну и дальше после этого комплексная уже оценка всех этих параметров. Для начала мы с вами начнем со спонтанной активности, которую можно опять же сейчас активизировать нажатием либо мышкой на экране, либо нажатием на кнопку F2 на блоке функциональной клавиатуры. Мы с вами зашли в методику спонтанная активность. И теперь непосредственно можно уже подготовить наши инструменты, кабели, электроды, которые мы будем здесь сейчас использовать. Я вам сейчас все это продемонстрирую. Установим их на нашего добровольца и посмотрим, как это все проводится. Что нам с вами потребуется? В первую очередь нам потребуется, естественно, миограф, который у нас уже на столе. К нему нужно будет подключить вот такой адаптер для игольчатого электрода. Как правило, он подключается в первый канал прибора. Также обязательно надо будет подключить кабель заземляющего электрода. Как правило, он сейчас окрашен у нас зеленым цветом, но может быть черный. Подключаем в соответствующее гнездо на приборе. К нему идет заземляющий электрод, который нужно будет установить на нашего добровольца, предварительно намочив физраствором. Сейчас мы это все с вами сделаем. Также нам будет необходим непосредственно сам игольчатый электрод, который отличается друг от друга длиной иглы, диаметром этой иглы. Ну, естественно, все эти данные, да, то есть в том числе и срок годности, вы можете увидеть на обратной стороне данной упаковки. То есть для мелких мышц, естественно, длина иглы желательно, чтобы была меньше. Для крупных мышц игла, может быть, даже будет больше. Также нам потребуется спиртовая салфетка. Нам потребуется пластырь для того, чтобы закрепить кабель. Ну и нам потребуется физраствор для того, чтобы протереть заземляющий электрод. Все. Ну и не забывайте про перчатки,
в которых необходимо проводить желательно эту методику. Для начала мы с вами обрабатываем физраствором заземляющий электрод и устанавливаем его на нашего добровольца. Пожалуйста, сюда ручку. Зафиксировали. Кабель заземляющего электрода подключаем к соответствующему разъемчику. Все. И руку можно, опять же, расположить таким образом. Теперь давайте посмотрим место вкола нашего игольчатого электрода. Значит, мы с вами решили сейчас использовать дельтовидную мышцу. Я попрошу нашего добровольца немножко мне надавить локоточком, да. Обратите внимание, то есть вот контурируется дельтовидная мышца. В атласе, который поставляется совместно с прибором, вы можете увидеть основные мышцы, которые используются в нашей методике, подходы, точки вкола, направления вкола иглы. И поэтому вам будет легче использовать данную методику в вашей работе. А сейчас мы как раз на примере дельтовидной мышцы посмотрим, как это все проводится. Теперь одеваем перчатки. Берем игольчатый электрод и его открываем. Адаптер игольчатого электрода соединяем с самой иглой. Таким образом, пока у нас все еще здесь относительно стерильно. После этого берем спиртовую салфетку, открываем. И протираем место, предположительно, куда мы будем вкалывать электрод. Где здесь оно располагается? Наружный край акромиального отростка. Отступя от него 4 поперечных пальца. То есть точка вкола располагается примерно вот в этой зоне. Для себя еще, если пациент может, ну или добровольец в нашей ситуации, может выполнить это движение, мы можем попросить еще раз надавить нам на руку, расслабить. Ну, то есть мы с вами видим, что как раз в этой зоне мышцы максимально контурируются. Протираем спиртом. Извлекаем из чехла иглу и вкалываем ее в мышцу. После этого при необходимости можно закрепить пластырем кабель адаптера, потому что при некоторых движениях он может извлечь иглу в самый неподходящий момент. После этого мы проверяем подэлектродный импеданс, нажимаем на кнопку Z. И видим значение заземляющего электрода общего плюса наружной части иглы и внутренней, значит, минуса. Несмотря на то, что минус сейчас у нас красным цветом отмечен 50-51 килоом, то есть значение, которое мы сможем записать на этих параметрах импеданса, будут хорошие. После этого мы включаем мониторинг сигнала. В норме мы с вами должны увидеть вот такую изолинию. То есть если у нас отсутствуют какие-то физиологические, технические артефакты, нет спонтанной активности, нет каких-то наводок, то есть в норме мы должны увидеть с вами вот такую изолинию, которую должны записать. Пишем для того, чтобы подтвердить наше заключение. Окей. Все, спонтанной активности у нас здесь не зарегистрировано, что очень хорошо.
В табличке можно, если будет спонтанная активность, соответственно, надо будет указать фибрилляции, положительные острые волны, фасцикуляции, если они присутствуют. В данной ситуации мы соглашаемся с тем, что их нет. После этого переходим к следующему тесту, который называется тест ПДЕ. Либо нажимая мышкой на соответствующем пункте, либо с помощью функциональной клавиатуры нажимая на кнопку F3. Переходим в тест ПДЕ. После этого включаем мониторинг. Видимо, за линию помех нет. После этого включаем запись. И просим нашего добровольца выполнять определенные движения, чтобы напрягалась мышца. В данной ситуации он будет мне давить в области локтя на руку. Тихонечко. Так, вот, отлично в таком. То есть мы с вами видим как раз вот эти потенциалы двигательных единиц, которые программа автоматически нам находит на нашу запись. Мы включаем накопление сигнала. Все, расслабим ручку. И из этого вкола мы с вами нашли, ну вот у нас получилось несколько этих ПДЕ, так называемых потенциалов двигательных единиц, из которых часть повторялась вот 43 раза, часть 14, 15, 5. И среди них мы оставляем те, которые нам интересны. Ну, давайте пока вот эти вот два оставим. Нажимаем «Стоп». То есть из этой точки вкола мы с вами нашли два вот этих вот потенциала. Что мы теперь делаем дальше? То есть либо можно продолжить работу в этой пробе потенциала двигательных единиц, либо пока точка у нас найдена, для демонстрации можно перейти в тест интерференционного паттерна. Давайте попробуем это сделать, а потом вернемся к этой ПДЕ. Значит, для этого нам нужно с вами нажать кнопочку F4, режим интерференционного паттерна, либо на функциональной клавиатуре, вот здесь F4. Переходим в окно, включаем мониторинг. После этого включаем запись. У нас появляется вот такое окно онлайн-анализа. И предлагаем нашему добровольцу сейчас с разной интенсивностью напрягать нашу мышцу. То есть действие нужно производить то же самое, да, только с разной силой. То есть давайте попробуем сначала со средней силой. Еще чуть-чуть посильнее. Вот, отлично. И мы с вами видим вот эту скатерограмму в середине нашего норматива. Так, то есть это было среднее напряжение. Давайте теперь попросим нашего добровольца напрячь тихонечко. Чуть посильнее. Отлично. И теперь попробуем, да, то есть вот в эту область. С максимальной силой сейчас. Сейчас. Напрягаем посильнее, еще посильнее, еще чуть-чуть. Так, погодите, расслабим немножко. Не в ту сторону. Еще раз. Все, отлично. Как вы видите, наше значение вот этих вот амплитуды и частоты этих комплексов попали в норматив для данного добровольца. Теперь можно перейти опять на пробу ПДЕ, включить мониторинг, включить регистрацию, попробовать еще раз, чуть посильнее, вот так, включить накопление. Расслабить. Получили ответы. И теперь с учетом, значит, рекомендованного предположения, что мы мышцу представляем в виде куба, и по углам этого куба мы с вами должны получить ответ из разных участков мышцы, иголочку нам придется немножко мышцы переместить. Для этого мы чуть-чуть руку расслабить, иголку немного извлекаем, но не совсем. Меняем направление иглы, представляем мышцу, как уже говорил, в виде куба, и пытаемся вколоть ее
допустим, вот сюда, верхний, ну, левый, допустим. И то же самое включаем мониторинг, включаем запись и предлагаем под нашему добровольцу выполнить то же самое движение. Так. И включаем накопление, расслабили. То есть вот среди этих комплексов машина нам 3 отфильтровала, удалила, а 1 оставила для анализа. Получили результат. И теперь еще один из тестов, да, то есть давайте еще разочек переколем нашу иголочку, немного извлекаем, поменяли направление, ввели, расслабили руку, мониторинг, регистрация, тихонечко давим. Чуть посильнее. Расслабить. Остановили. И таким образом нам желательно набрать 20-25 вот таких комплексов. То есть получается в среднем 5 вколов, и из каждого вкола от 1 до 3 до 5 вот этих комплексов можно получить здесь у нас на экране, после чего мы будем проводить анализ полученных результатов. Перед тем, как проводить окончательный анализ, иголочку мы извлекаем. Подержи. И место вкола при необходимости мы можем заклеить бактерицидным пластырем. Так, убирай. Заклеили. Вечером надо его будет снять, когда домой придете. Снимаем заземляющий электрод. Спросим, как пациент себя чувствует. Голова не кружится, все нормально. Вот. То есть пациентом можно временно пока распрощаться. Он может посидеть уже в коридоре, а мы займемся анализом полученных результатов. Все, спасибо. Теперь давайте проанализируем те результаты, которые у нас получились. У нас есть 3 теста: спонтанная активность, ПДЕ и интерференционный паттерн. Что касается спонтанной активности, как мы уже с вами говорили, мы здесь с вами видим изолинию, что, в общем-то, нас радует, никаких патологических комплексов здесь нет. Что мы с вами отмечаем в соответствующей табличке. Теперь переходим на закладочку ПДЕ. На закладке ПДЕ полученные комплексы нужно нам с вами проанализировать, поточнее расставить так называемые маркеры начала и окончания данного ПДЕ. Здесь получилось, что я записал ответы из одной и той же точки, то есть просто для массы, для количества, так скажем. Поэтому какие-то из этих комплексов мы с вами можем удалить. То есть удалить кривую, чтобы она у нас ушла из анализа. Так. На оставшихся кривых мы с вами проверяем маркер начала комплекса и маркер окончания данного комплекса. После этого можем анализировать полученные результаты. Что касается результатов, здесь мы с вами видим длительность ПДЕ. Здесь строится вот такая норматив в виде параболы, куда все наши латентности, длительности данных комплексов уложились. И здесь такая скаттерограмма, на которой по этой шкале амплитуда, по этой шкале длительности мы с вами видим, что все ответы, за исключением, вот этот ответ тоже я просто оставил его для количества, а так он низковат, все они у нас уложились вот в этот норматив. Кстати, вот здесь в таблице мы с вами видим, что те результаты, которые получили, они соответствуют как раз норме. И интерференционный паттерн
мы с вами видим. Также есть вот такой вот нормативный парус, можно его назвать, в зависимости от того, когда вы выбираете ту или иную мышцу, вводите число, месяц, год рождения, пол, после чего машина автоматически, программа автоматически нам этот норматив сюда добавляет, и полученные результаты мы сравниваем с тем, что есть. То есть вот эти вот, эта скаттерограмма, она должна как раз попасть внутрь вот этого нормативного облака. После того, как мы с вами провели это исследование, то есть также отмечаем, что амплитуда ПДЕ у нас в норме, длительность ПДЕ в норме, полифазия, ну, я бы тут сказал, что полифазия, она, ну, отчасти присутствует. Можно ее, вид интерференционного паттерна нормальный. И паттерн мышцы тоже в норме. Это уже по интерференционному паттерну идет анализ. После чего мы с вами формируем заключение. Создание нового протокола. Нажимаем. У нас формируется протокол, который включает в себя название клиники, сводную таблицу. Очень удобно. Вот здесь представлены мышцы, которые мы с вами исследовали. То есть видно, что исследовали дельтовидную мышцу, она отмечена. После этого идут комплексы ПДЕ с результатами, которые мы сейчас с вами обсуждали. Спонтанная активность описана в табличке и интерференционный паттерн. После чего мы с вами делаем заключение по полученным результатам. В данной ситуации таблица, да, характеризует норму у данного добровольца. После этого предварительный просмотр, сколько страниц и печать. После того, как мы распечатали и отдали нашему добровольцу или пациенту наш протокол, мы закрываем текущее обследование, сохраняя его. Выходим опять в главное окно программы, и пришел к нам следующий пациент, мы можем продолжать, естественно, проведение тех или иных тестов у следующего пациента. Как правило, мы не ограничиваемся исследованием одной мышцы. Исследуется, как правило, от 2 до 5 до 6 мышц на верхних, на нижних конечностях, может быть мышцы лица, проксимального уровня, дистального уровня, после чего делаются определенные выводы о тех изменениях, которые мы с вами увидели при исследовании данным методом. И, естественно, игольчатая миография, как правило, используется в комплексе со стимуляционными методами исследования, в частности, с моторными, при исследовании моторного ответа, сенсорного ответа, F-волны и ритмической стимуляции. Объем исследования определяет врач, который проводит это исследование в зависимости от того, с чем пришел пациент, какой предполагаемый диагноз, то есть, и теми знаниями и умениями, которые обладает непосредственно врач, который это обследование проводит.